Приветствую всех на нашем канале. Уже много лет применяю мульчирование почвы картоном. Он способствует нормальному развитию почвенных микроорганизмов и предотвращает перенос патогенов из почвы на листья растений. Он сохраняет влагу в почве и не допускает перегревания солнцем корней. Поверхность остается сухой, а почва под ним влажной. Использую вот такое нехитрое приспособление для доставки воды и подкормок непосредственно под корень растения. Использую я для этого бутыль 10 литров, обрезки силиконовых трубок и жгут из хлопковых нитей. Отверстие делаю в бутылке от дна 3 сантиметра, можно немножко больше и 5. Диаметр отверстия должен быть меньше, чем диаметр силиконовой трубки. Для лучшего прохождения силиконовой трубки в отверстие бутыли ее я размягчаю в кипятке, и пока она мягкая, я ее вставляю в отверстие бутыли. Силиконовую трубку продеваю жгут. Он у меня из хлопковых нитей. Вот видно, как хлопковые жгуты находятся уже внутри самой бутыли. Затем беру бутыль и вставляю ее в подготовленное, вырезанные в картоне отверстия. Можно бутыль присыпать, можно прикрыть, вот как я делаю, прикрываю ее картоном. Часть трубки видна на выходе в лунку, где будет посажен томат, вместе со жгутом. Жгут расправляется по тому, как будет посажен в лунку томат, и присыпается все землей. Вот так это выглядит. Бутылка наполняется водой. Когда необходим полив, крышку приоткручиваем, обеспечивая нужную нам скорость подачи воды к корням наших растений. Бутыль можно заглублять и побольше. Если нет силиконовых трубочек, можно использовать коктейльные трубочки. Они потоньше, но в них можно завести проволокой бинт. Работает не хуже. Еще только середина февраля, а я уже начинаю подготавливаться к сезону. Таким образом заготовила картон, заготовила бутылки. Вот так вот все делаю и подготавливаю, чтобы когда придет время высаживать рассаду в парник, у меня уже было все готово. Хочу сказать, что очень-очень даже хорошо работает, потому что и фитофторы нет, и с хорошим урожаем мы каждый год.